Есть игры, которые сразу берут скоростью, агрессией и визуалом. Doom всегда был из их числа. Резкий, прямолинейный и бескомпромиссный. Но Doom The Dark Ages другой. Когда я запускал игру впервые, внутри не было прежнего нетерпения. Был скорее интерес, что получится у id Software, если вырвать Doom из научной фантастики и погрузить его в средневековье. Без пушек будущего, без станций на Марсе, только сталь, кровь и древние руины. И с первых же минут стало ясно. Передо мной не просто очередной выпуск знакомого шутера. Это уже совсем другая интонация. Более суровая, более размеренная и, как ни странно, куда более атмосферная. Я прошел всю игру от начала и до конца, вглядываясь в каждую деталь. И теперь хочу рассказать, почему The Dark Ages это не отход от традиций, а закономерная эволюция Doom. Не просто новая глава, а попытка вернуть серии миф, масштаб и ощущение чего-то по-настоящему древнего и первобытного. Поэтому давайте пройдемся по новой части Doom и посмотрим, как она играется спустя некоторое время. После успеха Doom Eternal у id Software было два пути. Первый безопасный – продолжать развивать ту же формулу, допиливая детали и повышая градус безумия. Второй же более рискованный – свернуть с привычного маршрута и попробовать нечто радикально новое. И они выбрали второе. Идея средневекового Doom на самом деле витала в воздухе уже давно. Еще в ранних концептах Doom 3 упоминались темы древних культов и забытых миров. А в фанатской среде с начала 2000-х бродила мысль, что если палач Рока – это не просто солдат будущего, а воплощенная ярость сквозь века, герой, который существовал и в прошлом, и в будущем. Так и родилась концепция темных веков. Doom, где технологии отступают перед клинком, доспехом и магией крови. Поэтому разработка стартовала вскоре после релиза Eternal, но шла довольно тяжело. И не потому, что не знали, как делать. Проблема была в том, что все надо было переосмысливать с нуля. Геймдизайнеры спорили о базовых вещах. Может ли Doom быть медленнее и тяжелее? Как сохранить драйв без пушек и аренового геймплея? Как сделать ближний бой не тупым, а насыщенным? И поэтому в какой-то момент проект хотели даже свернуть. Мол, это слишком далеко от сути серии. Но ключевой командой двигало одно чувство – усталость от шаблона. Eternal выжал из себя максимум. И повторять тот же трюк третий раз значило обречь серию на стагнацию. Поэтому новый Doom родился под кодовым названием Project Midian. В честь библейского народа, уничтоженного за идолопоклонство. Атмосфера игры с самого начала планировалась как смесь религиозного ужаса, мрачного фэнтези и языческой мистики. Именно из-за этого Bethesda поначалу отнеслась к проекту настороженно. Финансовые риски были очевидны. Doom без огнестрела звучал как ересь. Но когда первые тесты показали, что щит и булава могут быть не менее зрелищными, чем BFG, проекту дали зеленый свет. Более того, после покупки Microsoft внутри началась полная реорганизация. Doom The Dark Ages стал одним из первых крупных одиночных флагманов нового поколения Xbox. И поэтому часть решений принималась уже с оглядкой на Game Pass, новые технологии и потенциальную серию. Разработка шла под давлением. От Microsoft требовали показать что-то громкое, оригинальное и эффектное. А команда id Software одновременно страдала от внутренних перегораний. После Eternal часть ветеранов ушла, включая ключевых дизайнеров и сценаристов. Вместо них пришли молодые специалисты из Arkane и Machine Games. Студий, знакомых с мрачным сторителлингом и нарративным дизайном. Это объясняет, почему The Dark Ages сильно изменил подачу сюжета и общий тон игры. А к концу 2023 года проект столкнулся с классическими проблемами.
Недостаток времени, внутренние конфликты по балансу, пересборка движка, вырезание контента. И все это в условиях давления от Xbox, которые хотели сделать анонс именно на Xbox Game Showcase 2024 года. В результате игру переделывали несколько раз, переработали боевую систему, добавили больше огнестрела, пересобрали систему прогрессии и визуальный стиль, который изначально был еще мрачнее и реалистичнее, но тестеры сочли его слишком депрессивным. А музыкальное сопровождение снова вызвало споры. После скандала с Миком Гордоном на Eternal студия пошла по другому пути. Они наняли целую команду из 3 композиторов, где один отвечал за хоровую основу, другой за тяжелые гитарные темы, а третий за эмбиент и индустриальную прокладку. И именно это разнообразие позволило создать саундтрек, в котором чувствуется эпоха средневековья, но не всегда слышится Doom. В итоге, после почти 4 лет разработок, переделок и споров, Doom The Dark Ages вышел. И вышел не просто как очередной тайтл в длинной франшизе, а как манифест о том, что Doom способен меняться, взрослеть вместе со своими игроками, но при этом оставаться собой. С первых минут становится ясно. Doom The Dark Ages не просто предлагает новую эстетику. Он ломает привычный фундамент геймплея и собирает его заново. Быстрого темпа Eternal больше нет. Вместо него тяжесть, напор, а также тактический контроль. И если вы ждали очередной бешеный FPS в духе предыдущих частей, то готовьтесь, тут все иначе. Главное, что сразу ощущаешь, это вес движений. Герой в броне с булавой и щитом, и каждое его действие будто гремит по земле. Здесь нельзя просто вбежать в арену и закликать демонов. Ты подходишь к ним как воин. Цельно, методично и жестко. Вместо скоростных рывков рассеченные удары, парирование и расчет. Именно в этом ритме раскрывается главное нововведение – щит и булава. Щит – это не просто защита, а полноценное оружие. Его можно метать в противников, он отскакивает от стен, рикошетит и сбивает с ног. Если правильно прокачать, щит можно зачаровывать. Например, чтобы он поджигал врагов при ударе или создавал волны, отбрасывающие противников. И что важно, он работает на упреждение и требует реакции. Здесь даже появилась механика парирования, и некоторые противники буквально провоцируют тебя на тайминговую блокировку. Всего одно нажатие, и ты отражаешь сокрушительный удар, открывая врага под добивание. Булава тоже не просто кнопка ближней атаки. Это полноценное основное оружие с собственным таймингом, сериями и возможностью переключения стоек. Быстрая стойка позволяет работать с толпой и контролировать пространство. Тяжелая медленнее, но пробивает броню и щиты. Но вот некоторые враги требуют определенного типа удара. Иначе ты просто не сможешь пробить их защиту. А ближе к середине кампании булаву можно зачаровать и использовать как катализатор для комбо-атак. Например, удар оглушения, щит добивания. И все это вживую, без анимационных скриптов, прямо в бою. Конечно, на одном ближнем бою все не строится. Вместо привычного пулемета массивный черепострел, выпускающий осколки черепов, которые не просто поджигают врагов, а взрываются цепной реакцией, поджигая все вокруг. В ранних миссиях ты получаешь арканическую пушку, стреляющую чистой магической энергией. У нее есть особенность. Если зарядить выстрел до конца, он пробивает не только цель, но и тех, кто стоит за ней. Позже открываются и более экзотические вещи. Например, молот, раскалывающий землю, артефакт, стреляющий душами и, наконец, реликварий. Финальное оружие игры, которое буквально кричит душами поверженных врагов, выжигая все вокруг. И вот здесь начинается самое интересное. Вместо привычных глори-киллов, от которых серия давно зависела, их теперь вообще нет.
Вместо них динамическая система расчленения, которая завязана на урон и точку попадания. Попал по ноге, враг начинает хромать. Выстрел в голову оглушит врага, и он начнет стрелять наугад. Разнес броню, оголил слабое место, которое можно добить ударом булавы. Это работает не как зрелищная кнопка, а как реальная механика, которая заставляет тебя читать противника и адаптироваться. Каждый демон как задача, и от способа его разборки зависит, насколько успешно ты выйдешь из боя. А чтобы добавить глубины, разработчики ввели систему боевого гнева, шкалы, которая заполняется, пока ты находишься в бою. Чем агрессивнее ты играешь, тем больше бонусов получаешь. Выше урон, быстрее парирование и мощнее атаки ближнего боя. Но стоит затихнуть, и все сбрасывается. Это создает ощущение, будто игра буквально вынуждает тебя быть яростным и не тормозить. Но при этом не бежать, а давить, выжигать и контролировать. Новая система прокачки тоже идеально вписывается в этот темп. Забудьте про простые руны или очки урона. Здесь все работает через свитки, кости предков и печати, вписанные в мифологию мира. Все это комбинируется. Например, можно создать билд на контроль, на ударную мощь или даже на отравление врагов. Более того, броня палача теперь это не просто визуальный обвес, а система с ячейками, куда ты вставляешь улучшения, такие как автоматический блок, взрыв после рывка или восстановление брони после уворота. Но что особенно приятно, это то, как все это встроено в сами уровни. Теперь они больше, вертикальнее и насыщеннее деталями. Ты больше не просто проходишь от арены к арене. Ты исследуешь, ищешь и возвращаешься. Некоторые локации это почти мини-метроидвании. Видишь закрытую дверь в начале уровня и только спустя час находишь артефакт, позволяющий ее открыть. Ну и конечно новые враги. Теперь среди них есть не только классические демоны, но и враги-рыцари, еретики, монструозные фанатики и даже проклятые звери, которых подчинил себе ад. У каждого такого демона уникальные повадки. Одни пытаются убить вас издалека, а другие же наоборот пытаются подобраться впритык, чтобы нанести больше урона. А вот боссы стали не такими интересными и по сути являются просто жирными мешками с ХП, которым сначала нужно отстрелить броню, а позже просто пройтись по их телу. Разработчики все свели к новой механике парирования, где тебе нужно уворачиваться от красных шариков и парировать зеленые, чтобы выбить окно нанесения урона врагу. Вроде просто, но работает. Еще пару слов скажу про то, как The Dark Ages не побоялась поэкспериментировать над собой и добавить пару отличающихся глав, где ты либо летаешь на драконе, либо управляешь огромным мехом. В первом же случае тебе просто дают огромную локацию для исследования и погони за демоническими кораблями, которые разбавляют однотонный темп игры. А во втором случае ты управляешь огромным мехом, где геймплей больше похож на фильм «Тихоокеанский рубеж» или «Живая сталь», где уровни сами по себе довольно короткие, и ты просто идешь от точки А до точки Б, при этом убивая таких же огромных титанов. Сюжет в Doom долгое время был чем-то вроде формальности. Он где-то был, но оставался на втором плане, уступая место геймплею, мясу и металлу. Doom 16 года только намекал на некий лор. Eternal уже пытался строить из этого целую мифологию. А вот The Dark Ages идет еще дальше. Здесь сюжет не просто существует, он вшит в саму ткань мира. Это приквел, события которого происходят задолго до предыдущих частей. Но здесь нет прямых связей, которые требовали бы знания всей серии. Даже если вы никогда не играли в Doom, вы не потеряетесь.
The Dark Ages построен так, чтобы быть одновременно и частью вселенной, и отдельной самостоятельной историей, в центре повествования которой век кровавой войны, эпоха, где человечество еще только борется за выживание в мире изнутри пожираемой тьмой. И ты, как игрок, становишься частью этой легенды. Не спасателем, не героем, а чем-то гораздо более древним и неизбежным. С самого начала понятно. Ты здесь не для того, чтобы выстраивать альянсы или искать компромиссы. Ты орудие, миф, предначертанная кара. И это ощущение присутствует не через диалоги, а через то, как на тебя смотрят, как о тебе говорят, как боятся. Но несмотря на общую мрачность, сюжет в The Dark Ages не давит. Он не мешает геймплею, не перегружает катсценами или диалогами. Подход остался классическим для id Software. Большая часть лора — это собранные фрагменты, глифы и барельефы. Все подается визуально и метафорически. Хочешь, просто играй и получай общее представление о происходящем. Хочешь, углубляйся, читай, разматывай клубок событий и просто ищи намеки и параллели с предыдущими частями. При этом, на удивление, сюжет умеет держать внимание. Не столько из-за неожиданных поворотов, их здесь немного, сколько из-за того, как он поставлен. В центре не политика и не интриги, а столкновение древнего зла, полузабытого прошлого и неизбежного разрушения. Вместе с этим развивается и сам образ палача. Он уже не просто машина ярости. Здесь он больше напоминает персонажа из древнего предания. Без слов, но с поступками, которые остаются в памяти. Он не герой в классическом смысле и уж точно не спаситель. Скорее кара, которую боятся даже те, кто его призвал. И в этом главное отличие The Dark Ages от предыдущих частей. Здесь сюжет — это не история победы над злом, а летопись неизбежного. И ты, как игрок, не просто смотришь ее со стороны. Ты один из тех, кто ее пишет. Если Doom 2016 года ощущался как жестокий техно-триллер, а Eternal как адская опера, гремящая огнем и металлом, то Doom The Dark Ages — это темная фэнтези в духе старинных эпосов, в котором кровь льется не просто по арене, а по векам. Визуально игра производит ошеломляющее впечатление. Здесь нет лабораторий, неона, космических баз или промышленных корпусов. Все каменное, обугленное и погребенное. Ты идешь по руинам древних монастырей среди гигантских истлевших статуй, полуразрушенных стен, где когда-то высекали молитвы, а теперь следы когтей. Земля дышит скверной, небо разорвано штормами, а города выглядят так, словно ад сжег их не снаружи, а изнутри. Ты попадаешь в мир, где давно не осталось живых, а осталась память. Световая палитра сделана с удивительным вниманием. Холодный металл, пепельные облака, кровь как вино и свет, вырывающийся из черных разломов. Все это не просто красиво, а целостно. Игра мастерски использует контрасты. Только что ты разнес полчища демонов в зале, полном пламени и криков, и вот ты входишь в храм, где все затихает. Музыка тоже пытается попасть в тон этого мира. И она хороша, но не настолько, как саундтреки из предыдущих частей. Не потому, что музыка в этой части плохая, а потому, что она настолько хорошая в предыдущих частях, что тут она просто не дотягивает до того уровня. Doom The Dark Ages — это не просто новая часть легендарной серии. Это смелая, принципиально иная трактовка того, каким может быть Doom, если вырвать его из привычного техно-ада и бросить в пекло средневековья. Здесь нет привычного темпа, нет банального копирования прошлых решений. Это игра, которая меняет структуру, механику и интонацию, но не придает суть. Да, она медленнее, да, она мрачнее,
Да, здесь больше тяжести в каждом ударе, в каждом шаге и в каждом взгляде, но именно в этом и кроется ее ценность. The Dark Ages предлагает новый ритм Дума, осознанный, жестокий, мифологичный. И этот ритм может сначала оттолкнуть, но если принять его правила, игра награждается лихвой. Боевая система здесь не просто обновленная, она перестроена фундаментально. Оружие ощущается иначе, добивания заменены на тактическое расчленение, а прокачка стала выбором вашего пути. Сюжет вплетен в окружение и не навязывается, но все же ощущается важным. Он придает вес действиям, выстраивает контекст, создает ощущение древности и трагедии. А атмосфера – это вообще отдельная история. Это, возможно, самый красивый, мрачный и эстетически выдержанный Doom за всю историю серии. Так что, если вы готовы принять новые правила, и если не боитесь перемен, Doom The Dark Ages станет для вас не просто новой частью, а настоящим откровением. Игрой, которая рискует, ломает привычки и делает это с достоинством. Она не идеальна, но она честная, сильная и абсолютно уникальная. А на этом наш обзор подходит к своему логическому завершению. Напишите в комментариях, как вам Doom The Dark Ages и какие впечатления остались у вас от этой игры. Ставьте лайк, если вам понравился обзор. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые разборы культовых игр и свежие игровые события. Всем хорошего настроения и до скорых встреч, геймеры, на канале Reviews Video Games.